bella donna, è una bel canzone, sai che ti amo, sempre amo, donna bella mare. О, всем привет! Ремсинтез на связи. Ноябрь месяц, начало ноября, серединка даже. Мы находимся в Болонье на выставке сельскохозяйственной техники. Выставка называется «Эмма». Очень крутая, классная выставка. Мы тут с командой прибыли, директор Ремсинтеза, менеджеры. Заодно в Германию заскочат, кое-что заберут. Ну что, пойдем посмотрим, как там внутри. Credere, cantare, dammi il momento che mi piace più. Un momento. Размеры, конечно, выставки впечатляют. Очень огромная, куча павильонов, куча техники. Даже не подозревал, что сколько есть техники в Италии, которые мы не знаем, производители. Их просто, блядь, тьма тьмущая. Так, ну что, заходим, глянем, что тут. Тут же есть Матермак, нас интересует, Сфоджия, наши основные конкуренты. Ну, итальянского производства я имею в виду. Ну и посмотрим, что тут представлены мировые бренды. Хорши, Вадерштаты и все такое. Куча каких-то грейдеров, куча каких-то всяких этих ротационных штук, фрезы. Короче, куча всего. Такое, которое у нас вообще не применяется никогда. Какие-то такие интересные катки. Вот тут какие-то зелененькие, тоже куча фрез. Ну и вообще целая выставка, ну все разбито по павильонам. Это павильон почвообработки и конкретно почвообработки, которая фрезерует. Ну и тоже есть такие вот всякие разные. Дисковый плуг, к примеру. Есть такой очень похож на наш плуг. Так вот это все выглядит примерно плюс-минус. Я даже не знаю, всю показать, если эту выставку, то это займет 2 дня надо ходить по ней, чтобы пройти все павильоны. Постараюсь очень кратко, очень сжато. И, конечно, будет разбито все на стенды, потому что на стендах будем снимать более подробно, я имею в виду на тех стендах, которые нас интересуют. А интересуют нас сеялки, зерновые, пропашные, зерновые комплексы, электроприводы и все такое. Многие, кстати, применяют вот эти АПВ бункера, прям на многих агрегатах стоят. Еще вот эта техник, вот этот, забыл, как она там точно называется. Так что так вот. Много таких, кстати, вот таких вот грейдеров. Дорогу равнять или не только дорогу, может какие-то там поля разровнять надо. Так, такой вот стенд Гаспардо на родине. Так это все выглядит красиво. Гаспардо, как всегда, очень мощно представлено. Очень сильно. Так, и вижу я, наконец-то, сеялку, которая меня очень сильно интересует и волнует. О, какая Гаспардо. Белла Гаспардо. Так, так вот это вот выглядит. Называется Гаспардо. Какая-то 800. Значит, сейчас такая тенденция, что сеялки все меняют ширину междурядий пропашные. Значит, такой вот бункер очень сильно мне, знаете, что напоминает? Когда я был на выставке в Польше, там была сеялка, какая же там была, вот это снимал я, тоже пропашная сеялка. Кун, вот. Такая же там была Кун, похожая.
такая вот машина. Блин, тоже бункер плоский. Классно, удобно сделано, потому что секции закидываются наверх, а бункер плоский, маленький снизу. Удобно загружать, удобно туда добираться. Посмотрите, какая классная, красивая сеялка. Снизу стоят вентиляторы, которые нагнетают воздух. Так это вот выглядит. Такая вот прекрасная сеялка Гаспарда. Один вентилятор, второй вентилятор. Куча всяких вентиляторов. То есть бункер разбит на 3. Я так понимаю, это вот для удобрения, а то последний бункер для зерна. И там зерно по требованию. Все эти штуки идут, каналы эти идут к каждой секции, и получается зерно. Тут вот пульт управления. Ну, короче, такая вот прикольная сеялка. Думаю, синтез, наверное, скорее всего, будет как-то смотреть, когда придет к 16-12-рядной конструкции пропашной сеялки. Ну, пока еще чуть-чуть об этом рановато. У нас есть другие задачи, так просто интересуемся и смотрим. Ну, все, конечно, очень круто. Гаспарда крутой бренд. Очень сильно пропашные сеялки завоевали рынок. Прям конкретно. Касается секции. Ну, вообще могу показать. Ну, не знаю, у нас такие вот колеса не очень пользуются спросом, потому что нам нужны спицы. Прикатка тоже, она довольно-таки простоватая. Значит, вся секция резаная. Высевающий аппарат тоже у них абсолютно свой. Когда все стремятся в престижиум, то здесь вот Гаспарда делает свой алюминиевый. Еще любят они вот эту старую школу, old school. Единственное, что задний кронштейн литой, я смотрю. Чугунный, тоже с надписью Гаспарда. А вся секция резаная и гнутая, штампованная. Такая вот прекрасная сеялка Гаспарда. Значит, есть турбодиск, то есть она может работать по ноутил. Также есть диск впереди, который вносит удобрения. Тоже очень такая интересная конструкция. Регулируется талрепом. Да, вот прикольная машина. То есть как-то странно, конечно, но все они чуть-чуть регулируются, видите, вручную. То есть довольно-таки, мне кажется, не просто всю сеялку взять и отрегулировать. Довольно-таки крутая машина. А вот сеялка Гаспарда. Стенд Гаспарда на родине. Так, ну еще хочу показать вот зерновой комплекс посевной, то, к чему мы стремимся. Это, конечно, какой-то очень огромный, новый агрегат. Тоже имеет впереди блок колес, потом рабочий отсек, скажем так, диски на резиножгутовой подвеске, 3 ряда, сзади диски, которые вносят удобрения. Диски, которые обрабатывают, и диски, которые вносят удобрения. Потом идет блок колес. И потом уже сзади рабочая высевающая секция. Сошники тоже довольно-таки простые, как похожи на нашей новой сеялке CZ3. Мы сделали такую похожую простую конструкцию без поводков. Все единая конструкция, удешевились, облегчились. Также и здесь. Так что такая вот сеялка. Такой вот посевной комплекс, очень красивый. Сзади такие большие панели, на которые расположены все эти светодиоды, иллюминации. Такая вот машина, называется Opera 600. Гаспарда, господа и паны. Высевающие аппараты алюминиевые, электроприводы стоят, конечно же. Так что так вот, ну пропашная, конечно, супер. Так, ну что, идем дальше.